Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы с вами уделим внимание 24 июля. Обязательно поздравьте в этот день всех Ольг, потому что сегодня все православные христиане отмечают День Святой Равноапостольной Ольги. Также поговорим, что из себя вообще представляет этот день 24 июля по народным приметам. Обращаем ваше внимание, что именно 24 июля у нас с вами полнолуние, а значит, мы с вами можем изменить свою судьбу, улучшить качество жизни, да и в целом превзойти себя. Кроме того, вы можете сегодня провести обряд от злых сил и обряд, чтобы вам вернули долг. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Много полезной, важной и нужной информации для каждого. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете и желаете мира, любви, гармонии. Пусть они услышат эту важную информацию. Итак, 24 июля отмечается народно-христианский праздник Ольга Смоковница. По-другому называют еще Ефимия Стожарница, Ольга, Ольга Сеногнойка, именины Ольги и Елены. А вот православная церковь 24 июля отмечает День Святой Равноапостольной Ольги. Поэтому сегодня, 24 июля, праздник всех Ольг. Обязательно поздравьте. И сегодня, так как церковь чтит память равноапостольной Ольги, в святом крещении Елены, княгини Киевской, а также бабушки Владимира Великого и крестителя Руси. В народе этот день прозвали Страдницей за то, что ее именины Ольги приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. Кто занимался жатвой, кто заготовкой сеной, а детей отправляли в лес по грибы да по ягоды. В этот день крестьяне молились святой Ольге о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля. А вот рыбакам оставалось совсем мало времени на любимое занятие – на рыбалку. Вставали они очень рано и бегом бежали до ближайшего водоема. Спешно разматывали снасти и молили Ольгу помочь им с рыбацкой удачей. Рыбаки и на рыбалке во время работ в поле не упускали ни одной минуты и примечали любое изменение в погоде. Ведь дождливый день именно 24 июля предвещал хороший улов. А почему тогда святая Ольга получила прозвище Стожарница? А дело в том, что именно в этот период лучше всего видно в небе звездное скопление Плеяды, которое в старину называли стожарами или волосожарами. В некоторых районах также называли Малую Медведицу и Полярную Звезду. Плеяды видны в Средней Европе с марта по октябрь, поэтому для крестьян они служили хорошим индикатором для сельскохозяйственных работ. Созвездие Большая Медведица покровительствует лесному властелину медведю. И существовало поверье, что эти косолапые хищники вовсе не звери, а оборотни, люди, наказанные за жадность и негостеприимство. Известно, что эти животные спят на боку, совсем как люди, и очень любят мед да водку. И одна легенда гласит, что однажды жители одного селения за то, что отказались принять на ночлег немощного старца, превратились в медведей. По преданию, стожарница помогает охотникам, а 24 июля считали самым удачным днем для промысла. И согласно народным поверьям, 24 июля запрещалось ссориться, особенно если были уже ссоры с близкими людьми. Сидеть дома без дел. Ни в коем случае сегодня, 24 июля, нельзя было одалживать любую сумму денег, заниматься стиркой дома,
планировать перспективы свадьбы, а особенно назначать дату события. Можно было только молиться о счастливой судьбе жениха и невесты. Также нельзя было сегодня посвящать весь день материальным заботам, забыв о духовных. Сначала следовало посетить церковь, а уж затем заниматься будними делами. И именно сегодня на Ольгу читали особенные заговоры, проводили обряды и ритуалы на решение любых вопросов. И именно сегодня мы предлагаем вам провести обряд от злых сил. Поэтому вечером 24 июля, глядя на звезды, прочитайте следующие слова. Крепким словом заговорилась, частыми звездами обтыкалась, темным облаком покрылась, оболокусь я облаками, огорожусь светлым месяцем, отычусь частыми звездами-стажарами. И другой обряд мы предлагаем вам, чтобы вам вернули долг. Если вы знаете, что долгое время вам не возвращают деньги и только делают вид, что ничего о долге не слышали или кормят вас постоянно завтраками, то именно 24 июля идите в храм и купите 7 свечей. И на каждую свечку прочитайте дома молитву «Отче наш». Далее расставляйте их на столе в виде созвездия «Большая медведица» и в середину покладите монетки и купюры. И дальше скажите следующие слова. «Стажары, стажары, подсобите, должнику намекните и деньги мои верните. Сияйте ярко, чтобы должнику стало жарко, ведь он взятое не вернул, меня обманул». После этого свечки нужно затушить и зажигать их ежедневно в течение недели. Главное, чтобы они догорели до конца. А вот по лунному календарю, друзья, у нас сегодня с вами 24 июля золотое полнолуние. И это полнолуние произойдет именно само как астрономическое событие в 5 часов 36 минут по московскому времени и в знаке зодиака Водолей. Это будут 14 лунные сутки, и это благоприятный день будет для самых смелых людей, для активных действий. Энергетика Луны будет максимальна, и будет она благоприятной, а также положительно отразится и на психическом здоровье, и на эмоциональном состоянии людей. С другой стороны, знак зодиака Водолей, в котором будет у нас с вами полнолуние, он чувствительный и нервозный знак, который стремится к свободе. Под его влиянием вы можете избавиться от вредных привычек и разрушить стереотипы. И благодаря золотому полнолунию нам предоставляется много возможностей для реализации, занятия любимыми и интересными делами. Однако рекомендуется сдерживать свои желания и притуплять потребности. И яркое полнолуние, которое произойдет 24 июля, принесет многим душевную гармонию, спокойствие. И также этот день может стать для многих судьбоносным. Возможно, произойдут у кого-то долгожданные встречи, трогательные признания, раскроется творческий потенциал. В такой день лучше заняться делами, которые не требуют отлагательств. Вот такой, друзья, у нас с вами достаточно интересный и прекрасный гармоничный день 24 июля. Помните, не забываем поздравить Ольг с их великим праздником.